Если вы едете, например, раз, и машину резко начинает тянуть, допустим, за хвост, как будто падают обороты, или реально они падают, или просто машина теряет мощность. Одна из причин. Вторая причина: вы приехали на заправку, заправились до полного бака, и после этого вы не можете завести машину. Через какое-то время она заводится, и у вас опять же появляются падения оборотов, или машина теряет очень много мощности. Если вы хотите узнать эти причины, то смотрите видео до конца. Здравствуйте, меня зовут Павел, вы на канале Гаражная стратегия. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как устройство, которое устанавливалось на машины с экологией Евро-2 под названием абсорбер и все, что с ним связано. Как я уже сказал, если у вас падение оборотов, особенно на горячем двигателе, а также может быть еще потеря мощности или машина не заводится после того, как вы заправились. Может быть еще такая причина, например, вы приехали на заправку, открываете крышку бензобака и там слышно шипение. Все это связано с таким устройством, как абсорбент. Значит, это устройство состоит из резервуара. Я не буду сейчас снимать фильтр воздушный, оно находится там, он под корпусом. Ну, из наличия трубопроводов, которые соединяются, значит, бензобак с атмосферой, также есть электромагнитный клапан абсорбера. И все это может быть связано с теми причинами, которые я сказал. Значит, что будем делать, как выяснять причину? Первое. Достаточно проверить напряжение, поступает ли напряжение на сам датчик. Если напряжение при включенном зажигании поступает, значит, у вас как бы с электрической частью все в порядке. После этого можно снять фишку, снять вот этот вот шланг, он пластиковый такой, который идет на впрыск. На этом шланге создать вакуум. Это можно сделать обычным шприцом. Взять его, создать вакуум, натянуть шприц. И после этого отдельно подать питание на клапан. Если клапан щелкнет, и у вас должно быть медленное падение этого вакуума в шприце, значит, в принципе, можно считать, что клапан у вас исправен. Какие могут быть еще причины неисправности этого клапана? Вы заводите двигатель на холодную, он начинает дико трещать. Вполне вероятно, что там какая-то неисправность, не держит разрежение воздуха. И поэтому как бы мозги сходят с ума, то туда, то сюда происходит щелкание этого клапана. Вторая причина, значит, может быть такой, что уголь, который находится у нас в этом бачке, который под воздушным фильтром там, значит, этот угольный бачок, уголь сам элемент угля может быть стать грязным, засориться. Тем самым не будет проходить достаточно качественные продукты и происходить вентиляция бензобака. Как устранять это? Достаточно просто-напросто можно, конечно, поменять. Хотя стоит он даже на разборках, таких не очень, он дешевый, стоит он денег. Можно отремонтировать самому. То есть можно взять аккуратненько ножовкой, советую ножовкой, не болгаркой, вскрыть крышку, высыпать этот уголь, выкинуть его, поехать в строительный магазин, купить угольный фильтр для очистки воды и засыпать туда уголь. Можно, конечно, из аптеки насыпать туда таблеток активированного угля, но это будет очень геморройно, мне так кажется. После этого все собираете назад, естественно, перед этим там все вымыть, вычистить, продуть и паяльником, достаточно паяльник 100 Вт, запаять крышку. После этого желательно еще маслобензостойким герметиком пройти по месту запайки и собираете все назад. Если у вас накрылся клапан, то его проще заменить. Он просто-напросто стоит вообще копейки. Какие еще можно здесь поискать причины? Банально, может быть, где-то перебился трубопровод, хотя, который идет с бензобака, тогда просто-напросто не будет продувки, а должно просто вонять бензином. Если у вас это произошло где-то в дороге, и вы не можете заняться ремонтом, у вас машина сходит с ума, а проявление будет, значит, потери мощности, падение оборотов на прогретой машине. Также может плющиться бак, открываете крышку бензобака при заправке, там слышно шипение. Все это указывает на эти причины этого абсорбера. Значит, что нужно сделать? Надо найти шланг, который идет к бензобаку,
и соединить его чем-то с тем шлангом, который уходит в атмосферу. Это делается на вот этом бачке абсорбера. Наконец шланга, чтобы не попадала какая-то грязь, желательно взять, поставить фильтр тонкой очистки топлива. Вот. Как дальше поступать? Шланжик, который идет к электромагнитному клапану от моновпрыска, надо снять. Желательно, не на моновпрыске снять, лучше его снять, наверное, с датчика, да, и наглухо его заглушить, чтобы убрать подсосы воздуха лишние, чтобы мозги не сходили с ума и у вас не было какая-то некачественная смесь в двигателе. И в принципе двигатель у нас становится системой Евро-1, и он начинает чувствовать себя прекрасно. Можно так оставить дальше, некоторые оставляют, так ездят дальше по жизни. Но я не знаю, я бы не советовал этого делать. Вот, то есть при первой возможности этот ремонт там займет несколько часов, может часика два поковыряться, сделать это, и дальше вы забываете об этом надолго, и у вас появляется счастье, и вы ездите с нормальными решенными своими проблемами. Вот таким вот видео я хотел с вами сегодня поделиться. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте и задавайте вопросы. Тогда это будет мне интересно, и меня будет стимулировать на то, чтобы создавать какие-то новые темы. Все, на этом все. Пока, до свидания, до новых встреч.